Когда человек сидит с закрытыми глазами и открывает их через время, слушая шум моря и галки, то вот уловка мозга такова, что когда открываешь глаза и смотришь на центральную часть триптиха, многие видят движение воды, проливание. А мне когда включили, мне хотелось сесть сюда. Вот замечательно. Слушайте, это у вас уже как современное искусство музея Пинчука в Киеве. Слушай, да это то же самое и в Луганске было. Если там постоянно сидеть годами, блядь, как некоторые, то можно вообще с ума сойти. Раз где-то месяца 3-4 надо куда-то выезжать. Даже и чаще. Ну, если там уезжать хотя бы на пару дней, можно и чаще. Ну, я вот не против бы, если был бы этот проект, то позависать в Северодонецке где-то. На постоянку? Не, ну остановиться на какое-то время. Ну что значит постоянка? Ты что, сам типа знаешь, что постоянно? Типа из разряда все, тут буду жить до своей смерти. Не, ну Северодонецк прикольно, что. Мне нравится вот сейчас. Вышел, погрелся на солнышке. Спасибо большое. Понятно, что это очень идеалистическое соображение, но мне кажется, что предположим, что это может быть прототипом достаточно интересной формы экспозиции о том, как можно вообще осмысливать современную историю. Но бывает так часто, что человек, мне кажется, это такие уже психологические моменты, что при проговаривании определенная терапевтическая функция осуществляется. Например, в особенности, что касается таких воспоминаний. Возможно, каким-то образом человек, может быть, задумается, почему все пришло к тому состоянию, которое сейчас у нас остается. Привет, Роман. Привет. В общем, мне предложили поучаствовать в новом проекте, который будет происходить во Вроцлаве. Они мне предложили сделать некую канву по нашей непонятной этой малой родине, скажем, по Донбассу, то есть по Луганску. И мне рассказал Женя про то, что вы делаете, и то, что, скажем, вы там пытаетесь как-то в такой ситуации что-то там общаться между собой, я понял, как-то взаимодействовать, где-то там тусоваться. Начну немного с предыстории такой. Просто уже все надоело. Все получается, ничего не происходит. Максимум, что могло так завести молодежь и объединить, это всевозможные рэп-тусовки. Луганский рэп сам по себе он неописуем. Это донбасская мантра, не знаю, молитва. И как-то получается, она наскучила, и все одни и те же песни, как-то, и все так подумали, это, собственно говоря, и не рэперы, чем мы, собственно говоря, там и собираемся. Природнин был. Собиралось там множество людей, там такое шаманское больше, можно так сказать, было шествие. Там еще там какое-то время там находились там железные двери, нам оно так понравилось. И только в 2015 году до нас дошло, что пора, короче, его оккупировать. Вот. Ну и мы там начали постепенно там убираться, там мы абсолютно здание поменяли, сделали там специальные просто комнаты, там поставили замки, которые всегда их снимали. Вот, и мы там обрисовали все здание. Ну, то есть я понял, что все эти проблемы, которые так были в Луганске, как изоляция и отсутствие каких-то мест, они просто усугубились, но в то же время интересен тот факт, что вот вы как-то там пытаетесь что-то продолжать мутить. Ну все, тогда на связи, спасибо. И тебе спасибо, на связи. Смотри там осторожнее, в общем. Хорошо. Береги Всё, Жень, себя. Пока.
бабушку подвел, меня совесть мучает. У меня, получается, она была с мужем. И в тот момент, когда мы уже начали подходить, и наша очередь уже, мы там выстраиваемся по 5 человек, ее мужу стало плохо. Вот, а у них была такая большая телега клетчатая, с сумкой такой. А он побледнел, ему плохо стало, он говорит, пошли скорее в скорую. Мы его отвели, а что, нам уже топать нужно. Я говорю, я возьму вашу телегу. Ну, он прошел, мой паспорт пострели, даже ничего там мне не сказали, все нормально. Я прохожу, их нету и нету, нету и нету. Подхожу к ополченцам, говорю, вот так и так, у меня сумка какая-то клетчатая. Можно я вам ее оставлю, а то я, скорее всего, уже и на автобус не успею. Они говорят, это вдруг где там бомба. Ну, короче, я поступил, наверное, как самый настоящий мудак. Я поставил где-то еще, наверное, минут 10 и просто ушел. Оставил сумку, короче, стоять. Я растерялся вообще, я не знал, что нужно делать. Ну, не знаю, мне кажется, сегодня где-то человек, 1008 точно там было. Действительно. В воскресенье 3 бабушки погибло, скончались на блокпосту. Ну, страшно, что на самом деле, что там происходит. Это очень глупо. Бралось некоторые там, получается, картины, там некоторые там. Я решил пойти в Малой Вергуньке, устроить там такое, чисто там, не знаю, пофоткать просто, там, повесить что-нибудь. Я там краски немного влил. Ну, тогда пришли дети, я, получается, начал им говорить, что здесь будут гуманитарку раздавать. У нас там клоуны приедут. Они обрадовались, начали хлопать в ладоши. Потом пришли ребята постарше. Вот, и они не поверили мне. И один из них сказал, что я нацик. Я воспринял это как шутку, получается, мы уже начали собираться, давай уходить, а ребята нас не пропускают. Ну, там что-то там слово за слово, там немного меня там пошмонали, там побили. А потом, получается, приехал ополченец, и он повез меня на базу. Время от времени он говорил, что мне сперва пальцы вырвут, а потом уже только закопают. Мы приехали на эту базу, выходит командир со своей свитой. И получается, он начинает мои картины к вам передавать по кругу, такие, там что-то такие, да, что-то. Подходит ко мне командир и говорит, не, чувак, какой ты нахер нацист? Депресняк, да, у тебя видно, я сам художник, пойми, я все понимаю, хороший, да, ты просто рисуй российский флаг, и все у тебя будет хорошо. Так они, короче, меня умыли, сигарет дали, и через минут буквально 7 отпустили. И пожелали удачи. Я уверен, там будет такая царить атмосфера, но, конечно, у каждого по-своему, но если бы у меня там был бы свой личный батальон, я бы туда кого бы угодно впускал бы. Ну вот хочешь хочешь убивать, иди к нам, мы тоже хотим убивать, вот. Мы на голову больные, но это лично, если бы не был бы батальон, то мы точно были бы на голову больные. Но какой бы человек захотел бы убивать другого человека, только на голову больной, вот. А кто бы мог его финансировать? Каждое правительство. То есть это можно было бы сделать, чтобы все правительства договорились между собой, выделили некой зоны? Ну, мне кажется, так, если бы я это придумал, я бы сделал бы это в Луганске. Это центр Европы, удобно на самом деле приезжать, по сути. Это же сразу, смотри, это даже лучше, чем когда строятся стадионы на Евро. Вот, и гостиницы будут, это как Дубай просто поднимется вот так вот. Понимаешь, Луганск как Дубай. Может, Луганска мало для войны? Ну, мне кажется, территории Донбасса, кстати, вполне, мне кажется, хватило бы на самом деле. Потому что Донбасс на самом деле не маленький. Может быть, будут какие-то Олимпийские игры ради того, чтобы, попасть туда, это в качестве смертника. Типа люди специально будут заниматься олимпийскими играми. Не факт, что смертника. Например, тип провоевал, продержался год, он вернулся домой героем. Не-не-не, я, сделаю так, что получается... не я, конечно, а тот, кто бы это делал бы.
Ну ладно, я бы сделал так, что это как в компьютерных играх. Ну, типа, вот ты в Call of Duty ты там победил, ну и все, типа, ты молодец, там тебе там похлопали, там, и все, там, когда ты с кем ты играешь. Чтобы это не было, там, он не обращался там, с тем, там, приходит в бар, там, он хочет, чтобы ему там уже сразу там налили бесплатно. Не, чтобы он просто был обычным чуваком, который просто играет в игрушки. Хорошо, а может ли быть участие в войне на такой закрытой территории для войны некой повинности? В смысле повинностью? Ну, например, человек чем-то провинился и... Не, ну, как бы это уже ожесточенные меры. Не, мне кажется, не, ну, типа, сперва нужно будет у него спросить. А, например, есть же люди, которые, ну, там, не знаю, маньяки. Или, ну, не маньяки, просто у них нет тормозов в плане насилия над другими. Так это и есть же, так по сути все идут на войну такие люди. Я, конечно, не беру прямо таких всех, но в каждом, мне кажется, присутствует тот, кто идет на войну, в нем живет этот Тайлер Дёрден такой. Можно ли будет наблюдать за этим? Естественно, по всем телеканалам это будет крутиться, конечно. Я уверен, столько людей бы смотрело. Ну, вот еще думаю, если ну, просто полностью сублимировать военные конфликты на некую закрытую территорию, то это для этого предназначено. Блин, мы слишком жестко перешли, это все было шутка, это затянулось. Не, это я пошутил, я против такого, всей этой штуки на самом деле. Почему? Насилием никогда не решишь проблему. То есть в данном случае проблема изолирована. Ну, она, ну как понять, изолирована, если она крутится по всему миру, и все об этом знают. В школе у меня плохо получается учиться. Мне не нравится математика. Но когда я беру деку, я чувствую самого себя. Я чувствую себя чем-то большим. Брат того исчезните, наступи поярче день. А чё? А меня? А это маленькая баба-яга. Но только вы ее не бойтесь. Какая плохая ведьма! Никогда не плохая! Никогда не плохая! Ну вот так вот и танцевала маленькая баба-яга с вороном Абрахасом до самого утра. И она осталась одной ведьмой, которая умела колдовать. И колдовала всегда только короны!
вот первые круги ада, ну, типа такие самые лайтовые. И там находились вообще, ну, типа, очень классные ребята. Но они, допустим, просто не верили в Бога, либо верили неправильно, потому что вот, ну, так сложилось, что в их время была другая религия. Там, типа, их никто не пытает, там никакого, там, лавы какой-то кипящей, этого всего нет. А там, ну, такая стерильная какая-то чистота, пустота. И оно, мне кажется, очень подходит то, что у нас здесь сейчас, когда ты, ну, не вписываешься ни туда, ни сюда, и ты вот какой-то такой стерильно чистый получаешься. Здесь все время ощущение такое непостоянства. Правда, мне кажется, что все люди, которые сюда переехали, ну вот не местные именно, а вот переехавшие в связи с конфликтом, они все ощущают, что они сюда переехали не навсегда. Нужно еще определиться, где рай. Вот у кого-то, возможно, рай все-таки в Луганске, а у кого-то рай во Львове. И вот нужно для себя понять, где твой. В общем, мне кажется, что я сейчас, куда бы ни приехала, это все ненадолго. И хочется просто постоянно переезжать, переживать вот эти какие-то первые ощущения, когда все интересно, все новое, все классное. А потом все равно начинаются какие-то всплывать такие неприятные моменты, и ты понимаешь, что их никак нельзя избежать. Единственный вариант — просто опять переехать. А когда тебе все равно нечего терять, ну типа, а за что тогда держаться? Тогда можно ехать дальше навстречу к приключениям.